Добро пожаловать во Вьетнам. Это первая серия по Вьетнаму. Мы только что прошли границу Лаоса, и сейчас мы едем дальше на той же самой машине, на которой мы уже двигаемся 2 дня, то есть это 3-й день на одной машине. Куда мы двигаемся дальше, мы пока еще не решили. Либо на север, либо на юг. В подворотне спрятались очень дружелюбные пацаны. Такие вот банда. Просто, а чего вы стесняетесь? Hello. Ребята стесняются. Короче говоря, походу я застрял в 10 километрах от границы, потому что отсюда транспорта особо никакого нет. Как мне и говорили, здесь будет куча мотороллеров, и кого-то застопить почти невозможно. Автобус тоже непонятно, то ли есть, то ли нет. Короче говоря, сейчас будем решать. Оказывается, что север Вьетнама это довольно бедная часть страны. Но вот это вот местное блюдо, я не знаю, это именно местное или это вообще просто вьетнамское. Это уха из рыбы, ананаса и бананов. Я вот, честно говоря, очень удивился, что вот здесь вот бананы и кусочки ананаса. Очень интересный вкус. И, кстати, банан очень сильно похож на картошку. Причем и внешне мы вначале думали, что это картошка. На вкус вообще просто картошка. А вот ананас и во Вьетнаме ананас. Это остальные блюда. Это говядина с орешками. Есть большой риск закрытия границ, поэтому мы решаем поехать южнее, а не в Ханой. Едем уже почти от границы, отъехали. Сейчас едем в город Винь. Это будет первый наш город во Вьетнаме. Я имею в виду такой же первый нормальный город, потому что до этого были больше как деревни. На удивление, здесь кондуктор разговаривает на русском языке. Жил в России в свое время, 15 лет назад. И до сих пор помнит русский язык. Потому что билет стоит 45 тысяч, а нам сказали, что билет стоит 60 тысяч. Поэтому я спрашиваю такой, а почему так? А он спрашивает, а сколько должно быть? И спрашивает на русском языке. Вот это для меня было прям новости. У пассажиров очень много сумок, посылок. И вот такие огромные посылки передаются, провозятся 5-10 километров и передают, получается, я не знаю, что там внутри, но перевозили даже чай. Вот недавно только отдали чай. Наконец-то я проспался от совсем ужаснейшей дороги в Лаосе и во Вьетнаме, потому что езда по серпантину это еще то удовольствие, потому что расстояние огромное, скорость маленькая, ужасно укачивает, даже несмотря на то, что меня вообще никогда не укачивает. Довольно интересный для меня факт, что 100 тысяч и 10 тысяч практически одинаковые купюры. Ладно, это не самый удачный пример. Вот. 10 тысяч и 100 тысяч. Они отличаются немножко размером и одним нулем. Тоже касается, по-моему, 20 тысяч и полмиллиона, если не ошибаюсь. Но сейчас вот после сна решил пройтись покушать что-нибудь. Так нас здесь, не знаю, как правильно объяснить. Спрашиваем, сколько стоит суп. Она на калькуляторе печатает 25, тут же исправляет на 30. На 30 тысяч донг. Это было забавно. То есть она хотела развести, но вначале она написала честную цену, а потом уже добавила свой маленький плюсик. И у каждой кафешки вот такая вот куча мотороллеров. Вообще почти все улицы заставлены мотороллерами. Сидит пару человек и миллион мотороллеров, просто миллионы. А вот я нашел кафе, где кушают только дети. Потому что здесь дети, здесь дети. Помахали рукой, поприветствовали нас. Да, это забавно. Обратите внимание, стульчики это тоже детские. Вот какие они крохотные, просто малюсенькие. Так что это либо детский бар, либо кафе для детей. Ну, скорее всего, второе, конечно же. Кто интересуется для тех, как мы понимаем, что это за еда, мы используем вот такой переводчик. Нога, лук, трук, сквош, ученик, ос. Вот и очень легко понять, где что. Можно заказать у ученика и сквош.
Ногу можно заказать. Каким же счастьем было человека, который разговаривает на английском и был заинтересован в разговоре на английском, видимо, нужна практика. И этот человек пригласил нас к себе домой, к бабушке, потому что это как раз место, где мы проходили. И поэтому есть возможность посмотреть, так скажем, традиционный вьетнамский дом. Вот он двухэтажный, двухъярусный. Здесь помещение, вот диванчики. Там проход на кухню, комнаты. И здесь паркуют мотоциклы, ну, мотороллеры. Обувь, кстати, тоже снимают. Мы оставили свою обувь здесь. Дальше у них вот кафешка небольшая. То есть они и работают, и живут в одном месте. А вот так вот выглядит зубной кабинет во Вьетнаме. Я похожее место уже видел в Лаосе. Правда, там было не в белых тонах, но рядом с дорогой, так же, как и здесь. Вон, да, дорога, вся пыль летит. Вот так вот. Прошло уже, наверное, минут 30, как я пытаюсь найти место, где покушать, потому что вокруг только вот такие пивнушки. И, кстати, эти детские стульчики, это не совсем детские, это просто, чтобы занимали меньше места. В общем, бары, кафе, где есть только кофе в основном, и вообще, в принципе, все довольно дорого. Либо вот такие места, вот как там дальше ребята сидят, играют в карты. Чем они занимаются, вообще без понятия. А из еды, либо сухпайок, так скажем, либо вот непонятно что. Это вообще, я не знаю, что это. Вот дал вам оценить, что вот из этого можно приготовить. Что готовят, немножко непонятно, я тоже не понял. Я не знаю, это касается именно только города Бин, но, скорее всего, да, здесь цены выше, чем в остальных местах, и как таковой еды просто не найти, либо начинают разводить, и цены довольно дорогие, то есть нету дешевых цен по сравнению с Таиландом, с Лаосом. Вот еще одна кафешка, кто мне не верит. Нет никого и ничего. Просто пустота. Сейчас уверен, что кто-нибудь выйдет, просто скажет, помахает рукой, типа, не-не-не, мы не работаем. Ну, нету никого. Я не знаю, когда они работают, потому что это уже третий день в этом городе. И третий день днем здесь просто пустые улицы. Ну вот, улица, практически нет народа. Вот, к примеру, из еды реально одни закуски, чипсы. И по факту особо ничего не купить. Алкоголь, бомж-пакет, печенье, соя. То есть все, что не портится. Как таковой еды я реально не знаю, где. Вот который день подряд я не могу нормально уже покушать. К примеру, вот нашел одну кафешку, которая находится вот по этому адресу. Так вот, кафе пустое, никого нет, ничего не работает. Ну да, вот тетка показала, что не работают. Где покушать? Вот реально, можно просто с голоду умереть. Вьетнамцы смотрят с любопытством на иностранцев, но их любопытство заканчивается, как только вопрос касается денежек. Сразу включаются алчность и пытаются накрутить цену. Ну, раза полтора-два, где как. А еще один мне знакомый вьетнамец сказал вот буквально вчера, что спрашивает такой: ты пьешь? Я говорю, нет. Ну, он спрашивает, пиво пьешь? Я говорю, нет. Курить куришь? Нет. Он говорит, тогда ты не мужик. У них все мужики пьют и курят. Ну вот, можно здесь попробовать узнать, что здесь. Ну, выбор-то в любом случае не богатый. Вот, ну, это реально все, что есть. Это типа, как понимаю, надо сэндвичи, бутербродов. А, ну, а там пекут какой-то хлеб. Люди на улицах продают все, что только можно. Хотя это не совсем улица, это получается вот у них магазинчик. Здесь они это продают.
И, кстати, единственное, что меня здесь спасает, это вот ананасы, потому что они здесь один ананас, он реально довольно большой, стоит 10 тысяч донгов. И еще очень удивительно для меня, вот, кстати, буханка проехала, как я понимаю, если не ошибаюсь, насчет названия. Еще что меня удивляет, что здесь есть вот такие вот сооружения. Я очень удивился, я думал, первый раз мне показалось, но это уже, наверное, какая пятая церковь, которую я вижу. Очередная страна, в которой приходится питаться вот таким вот пайком, бомж-пакетами, хотя здесь растут вот такие вот фрукты. Это просто божественный размер. Я просто в шоке от этого дружественного народа. Показываю им пачку бомж-пакета, они показывают 4, я такой, ну ладно, возьму 5 штучек на 20 донгов, ну чуть меньше, чем 1 евро. Набираю, мне говорят 28, я говорю, почему? Они показывают 6, эти 6, эти, короче, они сами не могут определиться в цене. Показывают вначале одну цену, потом вторую. Я уже принципиально не хочу вот таких людей покупать, честно. Это очень некрасиво, очень. Как понимаю, здесь холодильники не особо актуальны, поэтому животные живые до тех пор, пока кто-то не решит купить курочку, которую на месте сразу уже и взвесят и так далее. Ну, вы сами понимаете. А с чем у вас ассоциируются чемоданы на колесах? У меня лично с аэропортом. Вот именно туда мы сейчас и направляемся. Мы узнаем, что через несколько дней границы закрываются, и меня вообще не радует перспектива провести оставшееся время только на трассе. Так что следующая остановка — это военная база. Ой, в смысле город Дананг, Вьетнам. Билет, кстати, на самолет был довольно дешевый, дешевле, чем ехать на автобусе. И, кстати, есть миф, что один из путешественников прошел паспортный контроль по чужому паспорту, причем по женскому, но это только миф. Ну вот, наконец-то то, ради чего я, в принципе, путешествую, город Нячанг. Шикарными видами из окна, ну, в сторону гор. С другой стороны здесь шикарное море, морепродукты, солнце и так далее. Но это мы увидим, скорее всего, только завтра. Нячанг представляет из себя 3 полосы, так скажем. Первая — это пляж, вторая — это парки, спа, бассейны и зона отдыха. И третья — это вот такие вот огроменные отели и фудкорты. Все. Что еще рассказать про это место, я не знаю. Единственное, что забавно, вот это магазины, которые продают все. То есть, ну, это еще ладно, здесь хотя бы только продукты, но есть магазины, в которых продают и украшения, и еду, сухофрукты, и всякие причиндалы, сувенирчики, все в одном месте. Это самое приличное место, которое я когда-либо видел здесь. Это уже среднего класса кафешки. Покушать можно и в таком месте, но нет, здесь не дешевле. Здесь стоит точно так же, как в обычном кафе. Но выглядит, конечно, это так. Немножко попахивает антисанитарией. В таких местах я не рискую кушать. И вон вдали это самые-самые такие бомжарские, так скажем, перекусы, кафешки. Но и цены, кстати, там не дешевле. Почти всегда все тротуары заполнены мотороллерами, и пройти по тротуару почти невозможно. И приходится идти по проезжей части.
Вот даже здесь вот. Сам хозяин подъехал сюда и встал вот так вот. Я хотел уже по своей старой привычке перейти переезд, но меня удивило, что никто не хочет этого сделать, поэтому пришлось ждать, как и все остальные. На удивление, это все тот же город Нячанг. Просто мы отошли немножко от, так скажем, от резортов. И здесь совсем другие виды открываются. Такие приятные места. Здесь, наверное, местные живут. И вполне возможно, что здесь будут даже магазины, где можно будет купить продукты. Потому что, на самом деле, возле набережной зоны продукты купить почти невозможно. И что делать в такой ситуации? Я на камне не хочу. Мне кажется, это самая лучшая реклама. И пусть весь мир подождет. Можно стоять посреди дороги на мотороллере, разговаривать по телефону. Может, сообщениями обмениваться. В общем, застопить машину из города практически невозможно. Это просто крайне сложно. Потому что останавливаются только таксисты. Обычные люди не приезжают мимо, не понимая вообще, что происходит. В общем, есть второй вариант. За 9000 донг доехать до... Даже не то, что до трассы, а до какого-то следующего маленького поселочка. Нгуен? Кто этот ваш Нгуен? Ух, в поисках первой машины мы прошли уже не 1 километр, а точнее с десяток, и под палящим солнцем. Зато, конечно, можно насладиться видами и солнцем, и вообще шикарной прогулкой. Ну вот, это первая машина за сегодня. Заняло 4 часа, чтобы выбраться из города и найти первую машину. На самом деле, да, это довольно такой тяжелый путь, потому что за это время было выпито 2 1,5-литровые бутылки, съедена куча еды, орешков и всякого такого, потому что хочется и кушать, и пить. Ну вот. Сейчас ребята едут до аэропорта Камрань. И мне пришла в голову идея, что можно остановиться где-нибудь у моря и попробовать даже самостоятельно найти пищу для пропитания. Но для этого у меня нет лески и крючка. Но с другой стороны, рядом с аэропортом очень много рыболовов. И, возможно, кто-то пойдет навстречу и сможет либо продать, либо как-то обменять. В общем, жизнь покажет. Ну, в общем, цель сейчас... приобрести леску и крючок для того, чтобы попробовать поймать какую-то рыбку. Всегда нужно искать плюсы, даже в минусах. Как говорится, минус на минус дает плюс. Даже маленький минус может дать небольшой плюсик. Если бы все так было легко. В итоге нас водитель довез вообще не до аэропорта еще километров 10. И впереди город, в котором вообще невозможно застопить. Правый ряд полностью заполнен мотороллерами. Левый ряд машины, но они не понимают. Кроме таксистов никто ничего не понимает. В итоге пришлось заплатить еще 20 000, чтобы проехать где-то в районе 20 километров. Это, конечно, хорошо, что мы выедем из следующего, из этого уже города. Но это уже не совсем автостоп. Еще причина, по которой пришлось все-таки это сделать, потому что солнце уже садится, солнце уже почти село. А здесь поставить палатку практически невозможно, поэтому нужно выехать хотя бы хоть в какое-то поле, а желательно вообще к какому-нибудь морю, вот это было вообще идеально. Внимание! Очень много громких звуков. Берегите свой слух. За день мы проехали около 50 километров. Но что нас встретило в Камране, я оставлю без комментариев. Просто берегите уши.
Только что проходил мимо салона, а здесь стоит просто машина припаркована внутри салона. Вообще жесть. Теперь вы понимаете, почему было решено провести в этом замечательном месте ночь за 5 евро и отправиться в путь только завтра.